Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на ваши отношения. Давайте посмотрим их поглубже. Сделаем на две позиции. Так. Пока можете выбирать. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, ну а мы давайте начнем с единичек. Двоечек пока уберем. Так, что у нас по сигнификации вашего партнера? Так. Ну, видите, выпал сразу манипулятор. Всегда думает только о себе. Да, довольно такой сильный эгоист. При этом завоеватель, да, еще к этому можно отнести. Знаете, очень любит свободу, поэтому здесь такой мужчина, что может и изменить, и будет считать это в порядке вещей, потому что он такой, как бы альфа-самец, да, себя воспринимает, что должен как бы нести себя во благо многим женщинам. Знаете, очень страстная натура, но страсть это идет именно больше как в агрессию. Скорее в агрессию к миру и в агрессию к другим людям. На самом деле очень жестокий такой человек, да, достаточно тяжело с данным мужчиной. Так, давайте посмотрим, что на данный момент у вас с чувствами, да, ваше состояние в этих отношениях. На данный момент вижу, что только познакомились, да, непродолжительное время у вас отношения на данный момент, и вы здесь, знаете, больше строите данную связь, да, именно благодаря вам она, в принципе, появилась, да, и на данный момент держится. Надеетесь, что данный мужчина действительно является тем самым, да, что вы не зря потратили и потратите дальше свое время, да, то есть вижу, что вы здесь выступаете как, знаете, такая сильная, упорная женщина, которая решительно добивается своего, да, в этих отношениях, в принципе, в будущем, скажем так, да, работаете на свое будущее, опять же. При этом, знаете, вижу, что нет как таковой любви у вас пока что к этому мужчине, но есть, знаете, определенное скорее чувство, да, которое вы испытываете, которое действительно готовы ему дать и готовы показать данному мужчине. Но, опять же, любви прям сильной я не вижу. Есть просто наподобие симпатии у вас к данному мужчине. Так, давайте посмотрим отношение партнера к вам. Пытается себя проявить, завоевать, да, но опять же, все идет ради его собственной цели, да, он, если честно, желает секса с вами, да, то есть он желает именно ваше тело, но не скажу, что он хочет быть действительно с вами в отношениях и как-то играть в долгую, скажем так, да, развивать отношения. Это нельзя сказать, что про него. Вы для него больше как очередная женщина, да, которую он как бы подкатывает, вот так выражусь. Здесь он пытается, да, и подарки, вечные тоже звонки, приход, да, то есть куда-то зовет, все, чтобы соблазнить. Но здесь идет такая энергия, да, что он это делает только для физического удовольствия и больше как бы не для чего. Ну, собственно, по сигнификации это еще было понятно, что он такой как бы своеобразный человек, да. Поэтому здесь, конечно, любви нет, есть только влечение, да, которое действительно работает на страсти,
да, на эмоциях, но духовности как таковой нет, да, есть просто вот виляет хвостом, чтобы его как-то вот обнаружили, да, засекли, и он вот вас взял и похитил, скажем так, да, взял к себе. Так, давайте посмотрим точки соприкосновения ваши с данным мужчиной. Ну, здесь, знаете, на самом деле вообще случайная связь у вас возникла. По сути, ее не должно было быть, я вам так скажу. И вот просто элементарная случайность, да, ваша встреча, она ну, вынудила, что ли, да, можно так сказать, вас начать как бы отношения. На самом-то деле, по сути, ничего не предвещало беды, можно так сказать. И на данный момент единственная такая вот точка сближения — это такое вот свободное отношение к жизни. То есть я вам так скажу. В принципе, здесь в ваших отношениях видно, что вы вдвоем, да, казалось бы, понимаете, что ваша связь не может быть долгой, но конкретно вы надеетесь на ее продолжение, да, а мужчина надеется просто с вами переспать. То есть здесь такие вот у нас выходят отношения. Так, давайте посмотрим ваши, не знаю, блоки, да, что мешает. Ну, мешает на самом деле все просто здесь, да, очень разные вы люди. Здесь, опять же, не зря прошлые, да, карты сказали, что отношений таких не должно было быть, да, поскольку действительно вы оба по-разному видите этот мир, и по сути нет точек соприкосновения, понимаете. Очень тяжело друг с другом, да, характеры разные, недопонимание сильное, но оно находится, знаете, под такой маской, да, потому что, опять же, повторюсь, мужчина жаждет вас, да, вы жаждете построить отношения, поэтому вы благополучно оба надели на себя вот эти вот маски, благодаря которым вы не замечаете всю как бы реальную ситуацию, что по сути отношений как таковых не должно быть, и вы настолько разные, что это просто с ума сойти, понимаете? То есть здесь действительно идет вот такая как бы связь между вами. Так, давайте посмотрим, куда приведут, да, в ближайшее время отношения. Ну, на самом деле, идете порознь, да, то есть здесь как будто бы вместе, но редкие такие встречи, да, ожидают. В основном будете заниматься своими делами, да, сразу говорят про работу, да, что будете и денежку зарабатывать, и какое-то хобби появится конкретно у вас, да. Что касается мужчину, также отдалиться, да, но при этом связь все равно останется. То есть здесь не будет развития сильного, то есть все будет даже меньше, чем есть сейчас, я вам так скажу, потому что попросту сама Вселенная вас, скажем так, ограничивает в данном мужчине, да, потому что, ну, связь такая, которой не должно было все-таки быть. Поэтому здесь, конечно, не ждите действительно будущего с этим человеком. Да, я думаю, и вы сами это все понимаете. Совет. Не стоит корить себя совершенно, потому что здесь никакой вашей вины нет. Да, это вот просто, знаете, такая случайность, скорее созданная, чтобы вы получше в себе разобрались, понимаете, чтобы вы действительно восприняли как опыт, опять же, карта выпала, да, поняли, чего действительно вы ждете от своего мужчины, да, и что ждете вот, ну, скажем так, мужчины, который действительно будет с вами надолго.
понимаете? Потому что здесь вот эти отношения, они образовались скорее из-за вашего незнания, что вы ждете, что вы хотите, и такое ощущение, что вы уже готовы вот действительно, ну, к любому вот подойти, понимаете? Но так нельзя, понимаете? Нужно себя понять прежде всего, перестать бояться себя и все-таки подумать, да, если дано время для одиночества, спокойно его прожить, да, потому что все-таки Вселенная намекает, что не надо бросаться, как бы вот увидели, да, по случайности, и сразу начали отношения. Не стоит этого делать. Поберегите себя, да, познайте себя прежде всего, и тогда мужчина сам у вас появится, да, действительно стоящий, хороший мужчина. Поэтому подумайте. Так, ну а мы давайте переходить к двоечкам. Сейчас мы это уберем. Так, двоечки. Что у нас по сигнификации? Ну, знаете, сразу почему-то такой верный мужчина показывается, верящий в истинную любовь, в истинное предназначение, да. Здесь у него все завязано, что есть истина, и она где-то рядом, понимаете. Эмоциональный, страстный, при этом мужчина, который имеет проблемы материальные, да, но он их сам решает и сам действительно находит из всего выход, да, старается. Вот недавно почему-то показали, что потерял место работы, да, но тут же как бы все ищет варианты, да, чтобы зарабатывать денежку, чтобы не быть в простое. При этом любит и подумать, да, очень старается быть духовным человеком и выходить за рамки принятых вещей. Так, давайте посмотрим истинное состояние ваше. Так. Знаете, вижу разбитость. Да, эта разбитость передается к вам из прошлых отношений. Либо вы были замужем, да, и тяжелый развод был, да, потому что ситуация такая сильная, еще не пережили вы это, понимаете. Здесь как бы вас тянет к этому человеку, да, тянет к этому мужчине, он у вас во многом устраивает, да, нравится действительно, но вы боитесь действительно, что он может оказаться не тем, что он может быть похожим на вашего прошлого человека, да, с которым вы были в отношениях. И здесь, конечно, этот страх, по сути, сковывает вас довольно сильно и сковывает ваши чувства. Хотя на подсознании и в сердце-то бьется, да, вы сами это замечаете, что действительно к этому мужчине вас тянет, но вы очень сильно боитесь, понимаете, то есть вот эта вот непережитая травма прошлых отношений, она мешает вам действительно создать, по сути, нечто новое, но чувство действительно есть. Так, что у него по истинным чувствам, мотивам? Знаете, хорошее чувство, да, все как бы при себе, а при этом боится, вернее, не понимает, почему вы себя так или иначе ведете, да, почему вы иногда отдаляетесь, почему иногда холодны, да, а он боится, что делает что-то не так, понимаете, в вашу сторону, поэтому он как бы пытается найти способ, делает маленькие шажочки, совершенно не хочет вас как-то травмировать, да, как-то, чтобы вы куда-то убежали от него, ни в коем случае. У него очень, знаете, такие нежные, он готов ждать, честно вам скажу, потому что здесь действительно как бы ждет своей любви, понимаете, вот можно сказать про данного мужчину. Не хочет вас отпускать, действительно есть больше духовности в его чувствах к вам, да, нежели какой-то вот похоти. Я вот вам так скажу, потому что он действительно мужчина, который просто вот ждет, пока созреет, скажем так, его женщина. Ну, вот так вот можно сказать. Так. Что сближает, да, точки соприкосновения?
Ну, видите, здесь больше про комфорт, да, вы уже поняли, что с ним вам безумно интересно общаться, не хочется ничего вот скрывать от данного человека, да, вам с ним действительно уютно. Вот как приходите в свой дом, да, и вот просто уют, тепло, комфорт, это вот все про данного мужчину. Безумно нравится вам, что он действительно не торопит события, да, что все как бы тянется, присутствует романтика при этом, да, но также, знаете, действительно здесь немножко вот отталкивает то, что вы не можете действительно вот пережить эту травму, да, еще не хотите ее рассказывать данному человеку, понимаете, то есть вы намерены ее пережить одна, да, без чьей-либо помощи. И это вот немножко, конечно, сдерживает. Так, давайте посмотрим блоки. Что мешает? Что мешает? Ну, с вашей стороны это ошибка, да, мешает именно то, что вы боитесь совершить повторную ошибку, боитесь, по сути, эксперимента, да, рисковать дальше по жизни, да, поэтому здесь вы пытаетесь найти абсолютно все пути развития, да, посмотреть, как что будет, найти сразу вот этот вот камень преткновения, да, можно так его обозвать, в данном мужчине, да, что же он в себе таит, и это на самом деле мешает. При этом у вас почему-то сложилось впечатление, что у него денежные проблемы гораздо больше, да, чем они есть на самом деле, да, то есть здесь вот такая интересная выпала, да, карта, поэтому здесь на самом деле мешает надуманность и все-таки не пережитые ваши страхи действительно по прошлым отношениям. Вот прям выпадает и выпадает, понимаете, буквально почти в каждой карте. А так, судя по, знаете, чувствам, вот интересная такая вещь, мужчина, вот опять повтор идет, готов подождать, понимаете, готов подождать, готов действительно к вам прислушаться и вас вот просто дождаться. То есть на самом деле в наше время это довольно, ну, редкое, я бы сказал, событие. Так, куда приведут данные отношения? Что у нас по будущему? Но, знаете, здесь будут развиваться, сразу говорю, да, мужчина дождется все-таки вас. Вы также дадите послабление для данного мужчины. Уже, знаете, возьмете, скажем так, надежду, да, на себя, что вот действительно понадеюсь, что данный мужчина не будет таким гадом, какой был прошлый. Понимаете, что эти отношения будут действительно стоящими и действительно мужчина будет меня любить. То есть здесь у вас вот прям надежда в ближайшем будущем все-таки вот возьмет верх, понимаете. Поэтому, ну, на самом деле это хорошо, потому что данный мужчина, он действительно другой, это прям видно по состоянию всего. И посмотрите, вы для него станете музой. Он действительно, он будет вами и вдохновляться, да, и оберегать. То есть здесь действительно вы будете играть очень большую роль. Вы даже сами будете этого не ожидать, по сути, понимаете? Потому что для вас это будет в новинку, я вам даже больше скажу. Поэтому не переживайте, да, здесь правильно делаете, да, и в будущем это действительно вот одно положительное выходит. Совет. Так. Ну, видите, перестаньте себя корить за прошлое. Прошлое — это прошлое, понимаете? Настоящее — настоящее, будущее — это будущее. Не цепляйтесь, не цепляйтесь, воспримите это как опыт, да, больше не повторяйте этот плохой опыт, да, потому что, ну,
А зачем, называется? Жизнь идет, и вы двигаетесь вместе с ней, потому что, заметьте, притормаживает, да, делает ограничения на то, что было раньше. И это нужно просто пережить, понять, и все, и понять, что это было и закончилось. Поэтому не стоит себя корить. Здесь также, знаете, говорят, что вы сами закрываетесь от хорошего будущего, понимаете? Вы закрываетесь от хорошего настоящего. Постарайтесь просто пережить и на этом как бы все, понимаете, выйти действительно в более хорошую жизнь, потому что у вас более хорошая жизнь, она есть и будет. Вы сами это замечаете. Даже уже появился человек, который вас ведет, по сути, к этой жизни, и он ждет, пока вы дадите согласие действительно на новую жизнь, понимаете. Неспроста появился данный мужчина, он вас, по сути, вытаскивает из этой ситуации и ждет, пока вы действительно переживете свое прошлое, да, и будете готовы двигаться дальше. Поэтому подумайте, да, может быть, стоит взять небольшую паузу, да, именно для себя, не вот в отношениях, а именно для себя. Может быть, отдохнуть, да, развеяться, понять, что да как, да, и потом действительно принять попросту себя. Но, повторюсь, здесь все зависит только от вас. Если вы не примете свое прошлое, этого не сделает никто. Поэтому подумайте, вот вам поразмыслить. В остальном же мужчина вполне замечательный, да, и готов двигаться дальше. Отношения имеют место быть, да, и они довольно хорошие. Так что подумайте и дерзайте. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комменты, буду всем только рад. Также не забывайте, что я есть в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.